Впервые я задумался о финансовой подушке в 2020 году. Когда грянула пандемия, на работе творилось что-то непонятное и необъяснимое. В общем, тогда появились первые мысли. До этого времени я, конечно же, задумывался о том, что запас денег, так сказать, на черный день всегда должен быть. Но вот в каком количестве, да еще где его хранить и самое главное в чем, таких мыслей не возникало. Некая сумма просто лежала дома, то тратилась, то снова набиралась. В дальнейшем, когда я стал заниматься инвестициями, поднимать свой уровень финансовой грамотности, выяснилось, что практически никто из друзей и знакомых также не был обременен этим вопросом. И никто из них не думал, как лучше хранить эти деньги. Куда их вложить, чтобы можно было снять наличные, если вдруг что-то случится. А еще так, чтобы деньги не съела инфляция. И вообще, чтобы лучше все это было без рисков. Основные варианты были следующими. Первый, самый распространенный – положить деньги в банк под совсем небольшой процент и спать спокойно. Второй вариант – тот, кто был немного в курсе темы инвестиций, предложили вложиться в ОФЗ – облигации федерального займа. И казалось бы, в таком активе с минимальным уровнем риска все равно есть вероятность, что цена облигаций может просесть. Например, покроет ли накопленный купонный доход убытки от такого вот снижения стоимости самой облигации. Тем более это запас на черный день, и в случае возникновения потребности в этих вот деньгах дожидаться даты погашения естественно будет невозможно. Особенно если это ОФЗ на срок 5-7 лет. Третий вариант – купить еврооблигации или казначейские облигации США. Но еврооблигации крупных эмитентов жутко перекуплены и существует высокий риск, что быстро их продать затем не получится. Также получается небольшое препятствие на пути использования денег из этой вот кубышки нашей. Четвертый вариант – вложить эту сумму из накоплений на черный день в ETF, в фонд ETF. Ну вот вопрос в какой? Пятый вариант – купить акции крупного эмитента, причем не перекупленные, или в акции из списка голубых фишек. Роберт Кийосаки в своих книгах пишет: инвестиция, в которой от тебя ничего не зависит, плохая инвестиция. Во всех вышеперечисленных вариантах от нас абсолютно ничего не зависит. Так как хранить эти деньги? Всем привет, друзья! Меня зовут Роман, вы на канале про инвестиции с Инвестборода. И это третья часть из серии выпусков про личные финансы и инвестиции. В них я рассказываю много полезной, нужной и интересной информации. В сегодняшнем выпуске разберемся с вами, что же такое финансовая подушка безопасности, которая может пригодиться каждому из нас на случай возникновения финансовых трудностей. И в этом видео я также собрал для вас советы о том, как рассчитать, сколько нужно денег для формирования этой подушки и где же все-таки их хранить. На своем канале я разбираю не только очень важные и зачастую сложные темы, но также показываю свой инвестиционный портфель и все происходящие с ним изменения в воскресных выпусках. А по четвергам покупаю новые активы в него в выпусках под названием «Покупаем рынок». Поэтому, если вы все еще не подписаны, то нажимайте кнопку «Подписаться», а также на колокольчик, чтобы не пропускать массу полезной информации касаемо финансовой грамотности, обзора новостей и много чего еще. Итак, приступим. Все перечисленные мной варианты по-своему хороши, но ни один из них в полной мере не подходит для создания финансового резерва. Это инвестиционные инструменты. Но финансовая подушка в своем главном предназначении – это не инвестиции. У нее абсолютно другие цели. Что же такое финансовая подушка безопасности? Финансовый резерв, подушка безопасности – это деньги на случай появления финансовых трудностей. Такой резерв необходимо создавать не для приумножения денег, а для безопасности, на случай внезапного увольнения, болезней или иных сложных и непредвиденных ситуаций. Важным критерием такой вот подушки безопасности является возможность получить наличные быстро, если они вам срочно потребуются. Или же просто иметь возможность оплатить безналичным способом какие-то товары или услуги. Обратите на это свое внимание. Сегодня я еще вернусь к этому моменту. Также у многих есть правильное понимание, что для резерва важна защита от инфляции и отсутствие рисков. Инвестиции же – это вложение денег для увеличения капитала или создания источника пассивного дохода. Для этого подходит все, что было перечислено. Акции, облигации, ETF и другие инструменты. Даже можно сюда отнести и банковский вклад, если вы каким-то чудом нашли такой продукт и он имеет достаточно высокий уровень доходности. Ну, хотя бы перекрывает инфляцию и какой-то процент небольшой дает сверху. Инвесторы выбирают инструменты, исходя из своих целей, сроков вложений, допустимых рисков
и так далее. Формировать финансовую подушку безопасности из ценных бумаг не самая лучшая идея. Но и полностью отказываться от этого тоже не стоит. Смешивать инвестиции и финансовую подушку надо запомнить, это очень рискованно. Но если вы выбираете именно такой путь, то нужно делать это хотя бы на разных брокерских счетах. Благо, сегодня в рамках одного брокера можно открыть несколько счетов. Например, у Тинькофф Инвестиции можно открыть 10 счетов и формировать в них портфели в зависимости от ваших целей. Почему-то о финансовой подушке безопасности огромное число людей задумалось только с коронавирусом, вместе с которым к нам пришел еще и кризис. Это стало событием, которого, естественно, никто не ожидал, и который имеет серьезные негативные последствия. В такие времена важно помнить, что черный день на то он и черный, и обычно наступает абсолютно неожиданно. Поэтому необходимо заранее позаботиться о финансовой подушке безопасности, а это, в свою очередь, способно сберечь ваши нервы и, самое главное, ваше здоровье. Такая подушка может пригодиться, если у вас сократились доходы при потере работы, например, когда срочно нужны деньги на лечение или другие непредвиденные ситуации. Финансовый резерв пригодится и инвесторам, ведь, как показали последние несколько месяцев, фондовые рынки могут неожиданно рухнуть. Особенно если взять март прошлого года. Подушку безопасности можно использовать только для чрезвычайных ситуаций и нельзя тратить на отпуск или какие-то развлечения. В мае 2021 года было проведено исследование и выяснилось, что у 58% россиян уменьшились доходы. И еще 5% практически полностью их лишились. Финансовой подушки безопасности нет у 20% россиян. Но что-то мне подсказывает, что эти цифры в действительности куда больше, нежели чем показали эти исследования. В том же месяце, в мае, безработица в России достигла максимумов с 2012 года. Более 4,5 миллионов человек потеряли работу. По данным исследования Сбербанк управления активами, россиянам из разных городов страны нужно от 250 до 600 тысяч на случай финансовых трудностей, а в среднем по России около 350 тысяч рублей. Сколько же нужно денег на черный день? На то, сколько нужно отложить денег, влияют возраст, профессия, наличие семьи и тем более детей. Но есть вполне обоснованная закономерность. Чем вы старше, тем больше должна быть подушка безопасности. Здесь все банально и просто. Молодым людям зачастую легче найти новую работу. Как правило, у молодежи меньше расходов на проживание и рисков непредвиденных проблем со здоровьем. Но в любом случае эти моменты ни в коем случае нельзя исключать. С профессией дела обстоят аналогичным образом. Если вы специалист в востребованной области, то вам будет проще найти работу и восстановить свой доход. В такой ситуации откладывать на непредвиденные обстоятельства можно чуть меньше. Однако на время поиска работы будет влиять и место, в котором вы живете. И само собой ваш уровень профессионализма. Кроме того, стоит учесть и родных, и близких, которым вы готовы помочь в трудной ситуации. Если у членов вашей семьи достаточно средств, то долю накоплений на такой случай можно сократить, а в обратной ситуации увеличить. Как же копить деньги для финансовой подушки безопасности? Нужно накопить достаточно средств, чтобы спокойно жить от 3 до 6 месяцев без заработка. Можно отложить средств и на 1 год, и на более длительный срок. Это, конечно, ваше личное дело. Но смысла уже в таком вот избытке абсолютно нет никакого. Посчитайте, сколько вы тратите в месяц на свои потребности. Сюда входит еда, оплата коммунальных услуг или аренда жилья, если у вас нет своего жилья, оплата на обучение детей, абсолютно все выплаты по кредитам или кредитным картам, расходы на транспорт, это проезд в общественном транспорте или заправка своего автомобиля и все сопутствующие расходы, такие как страховка, обслуживание и транспортный налог, и другие имеющиеся у вас обязательные статьи расходов. И умножьте эту сумму на то количество месяцев, на которое вы планируете накопить. Вы можете тратить деньги на развлечения, походы в кафе, рестораны, бары, поэтому расходы на базовые потребности могут быть куда меньше. Составьте график ежемесячных расходов и доходов, а затем план, чтобы откладывать каждый месяц определенную сумму. Вы также можете вкладывать в финансовую подушку безопасности все имеющиеся налоговые вычеты. Допустим, в месяц вы тратите 50 тысяч рублей. Тогда вам нужно накопить 150 тысяч на 3 месяца или 300 тысяч рублей на полгода. Накопление на этот срок потребует много времени и, самое главное, терпения и выдержки.
Поэтому можно сначала начать с небольшой цели. Начните откладывать сначала на 1 месяц. Как ставить перед собой финансовые цели и вообще как копить деньги и какие при этом использовать инструменты, мы с вами разбирали во второй части «Инвестиции и личные финансы». Если еще не смотрели, вот этот выпуск. Ссылка будет в первом закрепленном комментарии, а также в конце этого видео. Там же и ссылка на плейлист со всеми выпусками из этой рубрики. Итак, мы с вами плавно подошли к еще одной очень важной части сегодняшней темы. Где же или в чем хранить деньги для финансовой подушки безопасности? Не забываем о том, что средства могут понадобиться абсолютно в любой момент, поэтому необходимо хранить их там, откуда их сразу можно будет снять или попросту забрать. Для этого подойдет сберегательный счет с высокой процентной ставкой и возможностью в любой момент снимать деньги или же наоборот докладывать туда деньги. Процентная ставка необходима такая, чтобы хотя бы частично компенсировать общий рост цен, то есть инфляцию. Естественно, лучшим образом отделите этот счет от основного банковского счета, чтобы исключить лишние соблазны, да и попросту не смешивать финансовые потоки. Можно также еще настроить автоматический перевод денег на ваш накопительный счет. А еще лучше не держать на депозите больше 1,4 миллионов рублей. В случае, если по каким-то причинам Центральный банк отзовет у вашего банка лицензию, агентство по страхованию вкладов вернет вам не только депозит, но и накопленные проценты, если сумма на вашем счету меньше 1,4 миллионов рублей. Еще одним надежным финансовым инструментом для сохранения сбережений являются облигации федерального займа ОФЗ, которые выпускает Министерство финансов Российской Федерации, а также муниципальные облигации. ОФЗ – это эталон доходности и безопасности. Доходность этих бумаг может превышать 5% в зависимости от срока к погашению. А если еще купить ОФЗ на индивидуальный инвестиционный счет ИИС, то доходность будет как минимум в 2 раза выше, чем у банковского вклада. Однако, перед тем, как формировать подушку безопасности в облигациях, стоит оценить все плюсы и минусы. Здесь нужно учитывать комиссии за сделки с этими бумагами и налоги. Все это, конечно, очень хорошо, инструменты надежные, стабильные, с низким уровнем рисков, но они не исчерпывающие или избыточные. И упираться только в них не стоит. Как ни крути, а сумма в 150-300 тысяч рублей, а может быть в вашем случае куда больше, сумма весьма существенная, а деньги, как мы все с вами знаем, должны работать. Но, как всегда, здесь есть много «но». Наилучшим вариантом я считаю поступить следующим образом. Первый пункт. Небольшая часть денег, это 10-15% от общей суммы подушки безопасности, хранится наличными деньгами. Да, именно наличными. Потому что ситуации бывают разные, и сравнивать потерю работы, попадание в больницу или поломку машины между собой вообще никак нельзя. Потому что в одном случае у вас есть запас времени, в течение которого вы можете собрать, снять или принести необходимую сумму денег, а в случае, к примеру, с попаданием в больницу или какими-то серьезными проблемами со здоровьем, этого времени может попросту и не быть. Или вам будет совершенно не до того, чтобы ходить по банкам или банкоматам, чтобы снимать кэш. Я думаю, мой посыл здесь понятен. Взять наличные из подушки безопасности и использовать их моментально и по назначению. Второй пункт. С наличными разобрались. Следующая часть денег – до 50% от оставшейся суммы вкладываем как раз таки в банковский вклад. Желательно, конечно, найти такие условия, чтобы доходность была максимально возможной. Но опять же, в любом случае не ниже уровня текущей инфляции. И лучше, чтобы не было никаких штрафов, потери процентной доходности в случае, если вы резко захотите закрыть такой вклад или же снять эти деньги. Третий пункт. Оставшиеся деньги вложить в инвестиционные инструменты. ОФЗ или муниципальные облигации. Но здесь также есть «но». Если вы решили, что размер вашей финансовой подушки безопасности будет покрывать более 6 месяцев, формируя избыточный запас денег, можно выделить небольшую долю средств и вложить их в более рисковые активы. Например, индексные фонды ETF или акции из списка голубых фишек. Важно именно небольшую долю. Иначе вы попросту подвергнете свой запас на черный день необоснованным рискам, которые в данном случае абсолютно вам не нужны.
А еще всегда помните о том, что если вы решили часть денег с подушки держать на брокерском счете в каких-то активах, то продать эти активы и конвертировать их обратно в кэш вы сможете только в рабочее время бирж. В выходные и праздники этого сделать не получится. Точно так же и в случае с банковским депозитом. Учитывайте возможность закрыть счет и вывести деньги онлайн в нерабочее время филиалов банка. Надеюсь, я смог донести до вас информацию максимально просто и понятно. Таким образом, мы разобрались с тем, что такое финансовая подушка безопасности, как накопить на нее, какого размера она должна быть и самое важное, где и в чем ее хранить. Думайте, анализируйте, подвергайте всю получаемую информацию сомнениям и никогда не следуйте за стадом. Напоминаю, для желающих открыть брокерский счет Тинькофф Инвестиции можно сделать это по моей ссылке, которая находится в описании к этому видео, а также будет в первом закрепленном комментарии. И забрать при этом месяц торговли без комиссии. Также, открывая впервые счет у брокера Тинькофф Инвестиции, именно по моей реферальной ссылке, вы можете получить еще одни специальные условия, а именно акции до 30 тысяч рублей в подарок. Для того, чтобы узнать об этой акции подробнее, можно написать мне в личных сообщениях в сообществе канала про инвестиции с Инвестборода во ВКонтакте или же в комментариях под этим видео. С вами был Роман, спасибо, что досмотрели до конца, лайк, репост, а еще не забудьте подписаться на канал, если вы все еще не подписаны, нажать на колокольчик, чтобы YouTube присылал вам уведомления о выходе новых видео на канале. Всем удачи, финансов кэш, уверенного роста и до скорой встречи. Пока-пока.